Как обрезать свой виноград осенью, чтобы на следующий год быть с урожаем. Добрый день, дорогие друзья! С вами Роман Тур, и я рассказываю все о винограде и не только. Сегодня в видео речь пойдет об обрезке виноградных кустов осенью. На своем участке, который расположен в центре Липецкой области, я уже приступил к обрезке своих кустов. Обрезку всех кустов я показать не могу, но некоторые моменты покажу. Итак, начнем. Сроки осенней обрезки винограда. По-научному или по-правильному обрезка винограда начинается примерно через 2 недели после естественного листопада. Но так можно только на юге. В более северных регионах, как наш, естественного листопада не бывает, а листья облетают после первых осенних заморозков. 2022 год в этом не исключение. Местами уже в сентябре осенние заморозки убили листву. Хотя на моем участке, как вы можете видеть, даже сейчас некоторые виноградные кусты имеют зеленую листву. Виноградные кусты в нашей местности можно начинать обрезать уже с конца октября. В этом году зарядившие дожди и погода не дают сделать то, что хотелось, но тепла уже больше не ждать. В это время почки и лоза уже больше не зреют, а питательные вещества и углеводы, которые за лето накопились в лозах, перешли в основание куста и корни. Некоторые могут спросить, а для чего нужно обрезать виноград? Для виноградарей это, конечно, странный вопрос, потому что кто-то обрезку своих кустов делает каждый год, но есть и такие, кто думает, что виноград может и сам расти. Расти-то он будет, а вот давать хороший урожай, то это уже навряд ли. Так для чего же обрезают виноград? В первую очередь, чтобы получить урожай в следующем году. А еще при помощи обрезки мы придаем нужную форму кусту и регулируем его рост. И тем самым можем ускорить созревание винограда. После правильной обрезки увеличиваются и грозди винограда, и сама ягода. В ягодах накапливается больше сахара. Когда ваш виноград еще маленький и не плодоносит, с помощью обрезки мы придаем нужную ему форму. Если посмотреть литературу или учебники, то вы можете узнать, что формировок винограда существует огромное количество. Поэтому и виноград обрезают по-разному. Коротко или длинно, столовые сорта или технические, укрывной виноград или неукрывной. Будет ли виноград у вас расти в рядах или где-то на беседках. В каждом своем случае обрезка будет разная. У меня много разных сортов, поэтому для некоторых я обрезаю одним способом, для других обрезаю другим способом. О своих способах я сегодня вам расскажу. Самое главное при обрезке – нужно будет оставить ровно столько почек, сколько сможет выкормить ваш куст в следующем году. Если у вас куст молодой, то не ждите от него сразу большого урожая. Со временем куст наберет силу, и наша задача ему в этом помочь. Виноград в основном плодоносит на молодых лозах, которые выросли в этом году. На прошлогодних рукавах
в основном будут расти только холостые побеги, на которых урожая не будет. Для новичков скажу, всегда помните, что плодоносные почки только на однолетней лозе, на той лозе, которая выросла в этом году. Поэтому именно эту лозу необходимо оставлять для урожая на следующий год. А так как таких лоз в этом году выросло много, то их нужно обязательно регулировать, в данном случае обрезкой. Для плодоношения на следующий год на кусту, который вы собираетесь обрезать, оставляют самую лучшую, хорошо вызревшую лозу. Если вы оставите все лозы, которые выросли за этот год, то в следующем году ваш куст будет сильно загущен, болеть, урожай будет мелкий и, наверное, до конца и не вызреет. Так и останется кислым. Если не помочь вашему кусту, то еще через год ваш куст может совсем погибнуть. Поэтому не жадничайте, а обрезайте лишнее. Что на винограде нужно обрезать? На многолетних кустах, уже дающих урожай, в первую очередь удалите всю оставшуюся листву. Обрежьте все невызревшие зеленые лозы, а также удалите засохшие побеги. И еще лучше удалить все тонкие лозы, тоньше простого карандаша. На таких лозах вы не получите хорошего урожая на следующий год. Это я говорю про тот куст, который у вас уже плодоносит. Если у вас лоза вызрела не до самого верха, а остались кончики зеленые, то эти кончики зеленые нужно обязательно будет обрезать до вызревшей части лозы. Как определить, что лоза у вас вызрела? Ну, может быть, знаете, что когда лоза вызревает, у нее кора или луп начинает древеснеть, становится коричневого цвета, и при сгибании услышите треск. Это значит, что лоза вызревшая. Еще можно определить рукой. Вы беретесь за лозу, та лоза, которая хорошо вызрела, она будет как бы теплая в руке. А та лоза, которая не вызрела, то в руке она будет казаться как будто ледяная, холодная очень. На своих участках можете сами такое попробовать. Возьмитесь, например, в основании лозы и тот участок, который у вас не вызрел зеленый. Вы сразу увидите разницу в тепле. Так можно определить, где лоза вызрела. Там и обрезать. Перед вами куст винограда. У меня одноплоскостная шпалера. Внимательно осмотрите куст и определитесь, что можно оставить. Как я уже сказал, оставляется самая хорошая вызревшая лоза, которая будет толще, чем простой карандаш. Ну и вызревшая до самого верха, желательно такую. На каждом рукаве, на котором в этом году росли побеги с урожаем,
выбрать и оставить самую вызревшую, лучшую лозу. Конечно, начиная от начала рукава. Все остальные и ненужные нужно отсечь секатором. На другом рукаве проделываем то же самое. Некоторые виноградари оставляют не одну, а две лозы, чтобы уже весной, после зимы, еще раз подкорректировать на всякий случай вымерзание, мыши сгрызли или произошла поломка лозы. То есть лозы можно оставлять с запасом. Не обрезать, как говорят, на 6-10 почек или еще как-то, а возьмите 15, если вызрели, или там 20 почек, оставьте их, а весной можно будет лишнее удалить. Задача обрезки заключается в том, чтобы на следующий год вся нижняя проволока, шпалеры, на которой расположена будет ваша лоза, была полностью заполнена побегами. Весной, когда начнут распускаться почки, то лишнее можно будет легко удалить. Тем самым еще раз скорректировать ваш будущий урожай. Еще раз повторю, что форм обрезок огромное количество. Я обрезаю так. Вот, например, еще один способ обрезки кустов. Этот способ подходит для сортов, которые могут давать плодоносные побеги с первых почек. Молодые кусты я обрезаю на обратный рост, оставляя по 2 почки, из которых я постараюсь на следующий год получить лозы для будущих рукавов. Роликов и статей про обрезку винограда очень много, но для многих новичков обрезка винограда всегда является чем-то непонятным. И пока вы не возьмете в руки секатор и не подойдете к вашему кусту, вам многое останется непонятным. Увидеть на экране вашего гаджета, как делается обрезка, это одно, а обрезать самому тут надо обязательно самому попробовать. Поэтому начните, попробуйте, и все у вас получится. Если остались вопросы, пишите комментарии. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго и успехов в ваших делах. С вами был Роман Тур.